Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами попали в поселок Приморский. Честно вам скажу, я здесь первый раз в своей жизни, поэтому у нас сегодня будет такая просто визуальная экскурсия по этому поселочку, по его набережной. Посмотрим, что здесь вообще происходит, как он выглядит, потому что я здесь ни разу не был. Если вы здесь отдыхали, напишите вообще, как вам здесь отдых. Скоро начнется уже курортный сезон. Ну, насколько я вижу, администрация за набережной следит, потому что уже вот в самом начале здесь высажены кипарисы, тоже какие-то растения посадили. В общем, у них такой здесь холм большой идет возле набережной. И, как видим, здесь повысаживали много разных деревьев. Но бродячие псы, как и в Судаке, их здесь тоже очень и очень много. Здесь меня не укусит, я тебя не боюсь. Проходи дальше. В общем, друзья, вижу, здесь высадили первым рядом крымскую лаванду, дальше кипарисы идут, потом какие-то туи, вон сосны. В общем, деревьев здесь очень много. Когда они вырастут, если они, конечно, не засохнут, как видим, некоторые начали уже такие пожелтели. Возможно, это после морозов, и они еще отойдут, эти деревья. Но когда они вырастут, здесь будет очень красивое зеленое такое насаждение, зеленый парк, поэтому это большой плюс, что администрация вот так облагородила эту набережную. Так, друзья, видим, прямо сейчас на набережной ведутся работы по укладке плитки. Вот так, набережная тоже, смотрите, сейчас спустимся туда поближе. Она вся в такой плиточке приятного цвета. В общем, сейчас буду вам все показывать. И посмотрите на цвет моря, какой отсюда открывается вид на море. Какой там цвет. Обязательно сейчас спустимся к пляжику. Все детально посмотрим. И эту горку уже покажу вам снизу. Видите, тут все администрация высадила. Молодцы прям. Я очень рад, что за набережной ведется такой уход, но деревья походу померзли некоторые, потому что прям желтенькие стоят, но там еще есть зелененькие иголочки, поэтому я думаю, что сейчас будет потепление и все они все равно выживут, потому что такие растения в Крыму очень хорошо приживаются. Похоже на какое-то историческое. Местные жители, прошу вас, пожалуйста, написать, что это было за здание, какая у него история. Очень бы хотелось ее услышать. Возможно, мои зрители знают, так вы тоже напишите. Послушаем, что это. Вот такое вот все здание. Похоже на какой-то либо маяк, либо что здесь было. Прямо здесь на берегу моря. Так, только что прочитал, население поселочка составляет около 15 тысяч человек. Это практически прям как в Судаке. Вот такой спуск к набережной. Конечно, очень красивая лестница с вот такими перилами. Посмотрите, друзья. Ну, из такого материала еще сделано. Видно, что качественно. Деньги не украли. Молодцы. Мне этот спуск к набережной, к пляжу очень понравился. В Судаке такого не хватает. Качественного и шикарного спуска. Посмотрите просто. И выглядит очень красиво он. Ну и вот набережная просто широченная, друзья. Одна, наверное, из широких набережных в Крыму, на которой я был. Действительно, очень и очень широкая. Интересно, сколько здесь летом бывает людей. Но набережная шикарная. Что могу сказать? Шикарная. Тем более, видите, деревья посадили по краям. Они еще не выросли. Но когда вырастут, тут будут кипарисы, будет очень зелено. И тогда станет намного красивее. Но, вам скажу, желтый цвет, вот такой коричневый набережной, мне дико нравится. Это круто. Так, давайте спустимся к пляжам, посмотрим, что у нас на пляжах происходит. Первое, что я уже вижу, а это огромнейший плюс, это спуск для людей с малоограниченными возможностями. Смотрите, здесь обычные ступеньки, можно спуститься, а здесь вот такой спуск. И посмотрите, спуск действительно качественный. Он сделан с перилами. Он деревянный. И идет он не так, как обычно делают вот такие спуски, по которым съехать на коляске инвалида нельзя. Здесь он пологий идет. Посмотрите. Это огромнейший плюс, я считаю. Молодцы. Почему я раньше не был в этом поселке? Он, оказывается, действительно такой шикарный. Многие про него писали. Сегодня я здесь. Так, пляж. Смотрим на пляж. Здесь у нас, конечно, крупная такая галька. Давайте подойдем поближе к водичке, посмотрим, что там в воде. Я думал, что здесь будут песчаные пляжи, потому что вон там чуть дальше, тут город Феодосия находится недалеко, и там золотые пляжи находятся, песчаные. Море сегодня просто идеально спокойное. Несмотря на пасмурную погоду, на море штиль. Но цвет воды, я представляю, какой был бы здесь цвет воды, если было бы солнце, друзья. Посмотрите, она очень и очень красивая. Видите, под этой крупной галькой там песочек. Золотые пляжи, вот они, кусочек песочка есть все-таки. Вот такие облака над нами. Но, друзья, море мне здесь тоже очень нравится.
Такой спокойный цвет воды, просто фантастический. Давайте с этой стороны покажу. Вот с этой стороны такой более насыщенный. Так у нас начинается дождь, нужно скорее идти куда-нибудь под крышу. Друзья, красота. Вот сюда нужно летом приезжать. Здесь, насколько я читал, тоже тихо. Тут тихий, спокойный отдых. Нет всяких таких кричащих людей, зазывал. Кто отдыхал, пожалуйста, напишите. Вот тут, друзья, вода, чтобы вы понимали, она кристально чистая. Но я думаю, вы сами все видите. Посмотрите. Было бы солнышко, я бы искупался сейчас. Вот такие пляжики. Но я думаю, видите, тут штормом вымыло много этой гальки на пляж. Летом ее, конечно же, разровняют, чтобы пляжики были ровные, чтобы люди смогли отдыхать, загорать. И, конечно же, они расширятся, наверное, немного, пляжи. Поэтому места хватит всем. Но я прям очень рад. Мне это напоминает Массандровский пляж в Ялте. Там тоже вот такие горы гальки бывают, когда шторма сильные. И потом их разравнивают. И также и здесь. Вот так, друзья. Хоть я не люблю галечный пляж, но море мне здесь очень понравилось. Я бы здесь хотел бы отдохнуть. Вот такой поселочек Приморский. Ладно, давайте отправляться дальше по набережной. Возможно, увидим что-нибудь еще интересненькое. Но я обязательно вам все буду показывать. Я думаю, нужно запустить еще квадрокоптер. Надеюсь, он дождем не намочится, не промокнет у нас. Полетаем над набережной, посмотрим с высоты птичьего полета на этот поселочек замечательный. Что еще здесь обнаружил? Это вот такая ливневка на набережной. Сделано все по уму. И вода после дождей не будет стекать прямиком на набережную, разрушая ее, а будет стекать в эту ливневочку и вот так уходить вон туда, в общий сток. И потом, наверное, уже в море будет после дождя. Дождевая вода будет уходить в море. Так, ну мы с вами движемся дальше. Ну, конечно, набережная прям очень широкая. Я на таких широких набережных еще, наверное, не был. Посмотрите, какая ширина у нее. Вот здесь кто-то живет, прям на берегу. Наверное, круто жить вот так на берегу. А набережная, не знаю, это гостиница или частный домик. Но на гостиницу не особо похоже. Вот дальше уже видно, что гостиница идет. А вот это прям какой-то частный домик. Я бы хотел жить вот здесь, на втором этаже, чтобы просыпаться. И у меня из окон был вид на море. Так, друзья, смотрите, здесь каждый спуск на пляж оборудован этими спусками для людей с ограниченными возможностями. Но это прям огромнейший плюс. Новые здесь перила стоят. Я прям очень доволен за этот поселочек. Мне он уже начинает нравиться. Он прям самый облагороженный поселочек, в котором я был. Но я сейчас сужу по набережной, потому что в сам поселок я еще не заходил, по улицам по его не ходил. Но то, что я вижу на набережной, мне очень нравится. Вот здесь такие гостиницы стоят. Интересно, сколько здесь стоит снять номерок с видом на море и отдохнуть летом. Круто. Так, это походу конец набережной. Сейчас будем возвращаться в обратную сторону, там где кафешки находятся, и посмотрим, что там. В этой стороне галечные пляжи. Но если перейти на эту сторону, то там уже начинаются золотые пляжи. Сейчас пройдемся по золотым пляжам. Они похожи на такие дикие, на какие-то, но, друзья, это очень круто, что есть такие пляжи, потому что если вы не хотите отдыхать на галечных пляжах, можно просто перейти через этот бун и оказаться на золотых пляжах Феодосии. Это прям что-то нереальное. Здесь такое каменное укрепление от штормов, чтобы не размывало с этой стороны набережную. Поставили его здесь. В общем, мне здесь прям сегодня так понравилось, вы не представляете. Я сюда обязательно приеду летом, весной, вообще во все времена года, чтобы посмотреть, как здесь в другие времена будет. Так, давайте-ка зайдем на золотой, на этот пляж. Вот так, всего метров 15-20 от набережной. Здесь уже идет вот такой шикарнейший пляж, но он не облагорожен, здесь нет набережной, но для тех, кто любит дикие пляжи, я думаю, что это будет прям райское местечко. Так, смотрите, из чего состоит пляж. Это ракушняк, это просто мелкие ракушки, которые вот переточило море. Это просто как на Азовском побережье, я вам скажу, только ракушки такого коричневого цвета. Воу, смотрите, что нашел. Заберу с собой какой-то необычный камень, похожий на чешую рыбы, друзья. Вот это удача. Так, фокусируйся на нем. Все, забираем его с собой на память с этого места.
Просто шикарные места. Вот такие пляжи. Это просто миллионы, друзья, ракушек. Здесь разные есть, смотрите. Согласитесь, место действительно хорошее для отдыха. И говорят, что здесь недорогое жилье. Летом все узнаем, даже покажу вам. Так, что это у нас такая ракушка, похожая на куриный бок с дырочкой. В общем, сами все видите. Здесь у нас такой песочек. Песочек не как судаки кварцевый серый, а именно такой оранжевый, как в пустыне. Но и вот такое спокойное море. Цвет моря тоже очень и очень красивый. Ну что, друзья, Приморский мне прям очень понравился. Первый раз здесь в жизни. Я заметил здесь много плюсов, минусов пока не заметил минусов еще. Как это ни странно. Кто здесь отдыхал, я вас прошу написать, как здесь отдых проходит, какие здесь есть минусы, какие, возможно, еще плюсы, которые я не увидел. Но действительно мне здесь очень понравилось. Особенно вот этот дикий пляж, я бы приходил бы купаться конкретно на него, на вот этот песочек, там где есть ракушки эти. Красота, что можно сказать. И сегодня вот такое спокойное море, еще такой цвет у моря. Просто, друзья, шикарно. Согласитесь, место хорошее. Почему я раньше здесь не был, я не знаю, не могу вам сказать. Смотрите, здесь огромные ракушки эти. Можно набрать себе в аквариум, на дно их поставить. Но это прям дико круто. Как будто мы на Азовском побережье. Но это, друзья, Черное море. Первый раз вижу, что на Черном море было столько много ракушек. Блин, я такого действительно никогда не видел. Они, смотрите, какие еще необычные. У них цвет такой коричневый, прям под цвет набережной. Здесь, смотрите, разные есть. На любой вкус. Круто, конечно. Здесь детям будет очень и очень весело. Смотрите, какая прикольная. Здесь детям точно будет весело отдыхать. И пляж как раз для детей подходит идеально просто. Потому что пологий заход, не глубокий сначала. Детям, я уверен, что понравится. И гуляться в детстве с ракушками. Это круто. Но их здесь, смотрите, тысячи. Вот такое здесь побережье. Смотрите. Просто идем по побережью. Поэтому мне здесь уже нравится. Я сюда точно вернусь летом. Поэтому Приморский, вы меня ждите. И я вернусь. Красота, друзья. Что еще можно за это сказать? Очень круто. Смотрите. У-ху!
высадили много растений, но они, скорее всего, от мороза пожелтели. Я очень надеюсь, что они еще восстановятся, потому что, когда они вырастут, здесь будет просто очень красиво. Обязательно будем следить за этим. Но если они, конечно, померзли, я надеюсь, что администрация высадит здесь новые деревья, вот так же, как и сейчас, чтобы они все выросли и в будущем радовали жителей и туристов, которые будут приезжать в этот прекрасный поселочек. Но мое общее мнение сложивается положительно. Что я могу сказать вам? Мне нравится, что видно, что за поселочком есть уход. Вот, кстати, ливневка. Идем с вами по ливневке. Вот так должна выглядеть нормальная ливневка, друзья. Деревья не знаете, почему пожелтели? Желтели? Да. Ну, засыхают. От мороза или без воды, потому что? Да нет, я не думаю, что от мороза. Они остальные вот там все стоят. Нормальные, да? Ничего с мороза. А вы местный житель? Местный житель? Как вообще тут в поселочке с водой? Еще раз. В поселке как с водой? По графику дают? Ну да, нет, уже нормально. Нормально, да? Наверное, как в Россию перешли уже лет 6, наверное. Ну, просто в Симферополе вот были, там по графику сейчас дают. А, ну это сейчас временно, может быть? Ну да. Говорят по этому, вот, по телевизору все время, но они вроде бы обещают вот-вот-вот сделать там что-то. Ну, ждем. Да нет, ну у нас вроде нормально. Есть же вода у вас же? Есть? Есть, да нет, нормально. Хорошо, спасибо. До свидания. Сами слышали информацию от местного жителя. Говорит, воду дают без перебоев, вода здесь есть. А касательно этих деревьев, говорят, что якобы от засухи они высыхают. Но я придерживаюсь версии, что они от мороза, потому что, друзья, были в Крыму морозы. А это прям молоденькие саженцы. Видно, что их недавно тут посадили, что они недолго растут. И, возможно, все-таки это вина погоды, что был сильный мороз, и их немножко вот так побило. Но, с другой стороны они стоят зеленого цвета, поэтому я думаю, что еще есть шанс, что они восстановятся. Вот здесь у нас широкая набережная кончается на этом месте, она достаточно длинная. И здесь начинается уже такая набережная с шалманчиками, с кафешками. Давайте пройдемся по ней, посмотрим, что здесь происходит. Но пляж здесь тоже уже песчаный идет. Песочек с небольшой галькой, поэтому пляжики мне здесь очень нравятся, друзья. Так, давайте пройдемся. Конечно, все заведения еще закрыты, потому что не сезон. Отдыхающих здесь немного. Я смотрю, здесь и местные жители, так же, как и в Судаке, не выходят на набережную, чтобы прогуляться. Их очень мало. Почему никто не выходит, непонятно. Сегодня воскресенье, тем более выходной день. Но люди все равно предпочитают сидеть дома. Так, здесь у нас какая-то территория. Возможно, что-то будут строить. Эти стройки запрещены. Возможно, ее просто почистили. Так, здесь им нужно выложить новую плитку. Я думаю, что это все-таки штормом размыло. Хотя вряд ли сюда волны доставали. Возможно, будет просто устанавливать новую плиточку здесь. Так, здесь у нас такая фотозона. Я люблю Приморский. Ну что же, видите, территорию красиво облагородили. Здравствуйте. Так, это были наши подписчики. Так, друзья, как видим, здесь стоят грибки вот эти железные. Летом их устанавливают, и получается тенек. Ну, в этой части набережная уже не такая, как в той. Тут уже более, видите, все разбито, не ухожено. Здесь, конечно, нужно делать тоже ремонт. И все как в той части. Конечно, разница колоссальная, если сравнивать с той половиной набережной. Но, друзья, есть к чему стремиться. Люди все в основном пытаются двигаться в ту сторону, на широкую набережную, прогуляться по красивой плиточке. Но здесь еще нужен уход и еще раз уход. Даже тот же забор, который здесь стоит, смотрите, металлический, коррозия его просто съела. Его нужно красить, либо менять на какой-то другой. Наверное, с советских времен здесь стоит, не менялся ни разу. Но наличие урн радует. Ливневки, как видим, здесь нет. Скапливаются лужи в этой части, друзья. И после дождика вот пройти уже нужно обходить это все. В Крыму тоже такое происходит. Я часто начал замечать на пляжах, друзья, мертвых птиц. К сожалению, непонятно, почему они умирают.
там много теорий было, то от какого-то газа писали, то ли еще от чего-то. Но, как видим, проблема такая действительно есть. И вот это уже, наверное, 4-я мертвая птица, которую я вижу за последнюю неделю на пляжах Крыма. Что происходит? Непонятно. Пишите свои теории в комментариях. Почитаем. Очень будет интересно узнать. Возможно, вы владеете какой-то информацией, который не разрушен. А это для курортов Крыма большая редкость, друзья, потому что в Судаке, в Морском, в других городах, в том же Семиизе все разрушено. Здесь причалы сделаны, я смотрю, на века, до сих пор дожил до наших времен. Это большой плюс. Там даже есть фонари, которые светят ночью, чтобы люди прогуливались здесь спокойно и выходили, любовались морем. Ну что сказать, это тоже большой плюс для города. Красота. Здесь какой-то недострой, кстати, стоит. Его либо снести, либо сделать из него красивый вид, потому что, ну, тоже видок немного портит. Нужно его отремонтировать. Итак, друзья, в этой части набережной находится судостроительный завод. Вон он с коричневой крышей. В свое время он был лидирующим в Советском Союзе и когда-то выпускал очень много судов для перевозки пассажиров. Сейчас же, насколько мне известно, я прочитал в интернете, что завод уже пришел в упадок. Но местные жители, напишите, кто там работает, что там вообще творится на заводе. Потому что в комментариях читал, что и зарплаты задерживают. Неизвестно. Но хотелось бы услышать мнение местных, что вообще происходит на этом заводе. И вон стоит какой-то корабль, какое-то судно. К сожалению, к нему, походу, не дойти, потому что здесь уже начинаются заборы. Завод огражден от обычных людей. И здесь, друзья, выходят какие-то 2 трубы такие прямо с набережной в море. Скорее всего, это ливневки. Со всего поселочка сюда стекает вода. Ну, я надеюсь, что вода. Сейчас проверим. Вот одна труба у нас есть. Но это прям полностью забито песком. А со второй что-то течет. Друзья, запаха канализации нет. Вода вроде бы, смотрите, такая чистого цвета, прозрачная. Это точно не канализация. Потому что характерных запахов, как в Коктебеле, здесь не чувствую. Поэтому, скорее всего, просто обычная ливневка. Здесь, видите, такая укрепительная стена идет из бетона, из таких плит, чтобы штормом не размывало дальше этот берег. Здесь, не знаю, купаются люди летом или нет, потому что плиты довольно-таки опасные. Видите, вот эти штырьки, их море так обточило, они как какие-то кинжалы. Если на него упасть, не дай бог подскользнуться, либо наступить, то можно получить серьезные травмы. Поэтому я думаю, что в этой части набережной люди купаются, но очень и очень осторожно. Блин, увидеть бы тот кораблик. Давайте максимально близко попробуем подойти, посмотреть. Какое-то судно. Там много разных антенн, поэтому коптер туда точно запускать не буду. Мало ли что с ним может случиться. Но издалека вам показал. Сам завод здесь находится. Здесь перед входом на главный причал стоят 2 вот таких огромных якоря. И, друзья, как видим, здесь эту аллею начинают тоже реконструировать. Будет реконструкция. И это очень-очень круто, потому что старую плитку, как мы видим, убирают. Будут ложить сюда новую плиточку красивую. Здесь у нас в клумбах растут розы. Скоро они зацветут весной. Ну, в общем, поселок меняется. Посмотрите, собрали старые скамейки с этих мест. Установят, я думаю, что новые сюда. В общем, я очень доволен этим местом, этим поселком, что он вот так преображается. Видно, что действительно, друзья, меняется все в лучшую сторону. Вот старые скамеечки собрали, на их месте появятся новые. Обязательно сюда приедем, когда здесь завершится реконструкция, когда здесь все изменится. Конкретно вот этот участочек. Это, похоже, у нас Дом культуры впереди стоит. В общем, друзья, Крым меняется. Это очень круто. Давайте пройдем дальше. Видите, старую плитку начинают убирать, бордюры старые убирают, и на их месте будут ставить новые. Поэтому к сезону, я думаю, что эти работы уже завершат, потому что все двигается в нормальном темпе. Вот смотрите, даже вон старые урны собрали, скорее всего, тоже будут новые урночки здесь стоять. В общем, молодцы. И здесь памятник Ленину находится у нас в центре этой площади.
Так, обнаружил паспорт объекта благоустройства общественной территории, расположенной по адресу город Феодосия, ПГТ Приморский, площадь Ленина. Да, друзья, вот эта площадь будет благоустроена. Вот что здесь будет, читайте. Так, начало производства работы 24.02.2021, окончание производства работы 30.06.2021. Поэтому мы обязательно сюда приедем 30.06.2021, проверим, как они справились со своей работой. Вот так, друзья. Ну что, друзья, вот такой получился видеоролик из поселочка Приморская. Я здесь, честно говорю, первый раз в своей жизни, и у меня сложилось положительное впечатление об этом поселке. Мне, честно сказать, он понравился. Понравилась новая набережная, которую там сделали. Она очень шикарная. Конечно, эту часть набережной тоже предстоит реконструировать. Но, в принципе, она тоже в нормальном таком состоянии. Но есть куда расти этому поселку. Видно, что за ним следят, что здесь хотя бы что-то делается, друзья. Это очень хорошо. Крым меняется в лучшую сторону. Ну и думаю, будем завершать наш видеоролик. С вами был я, Александр Михаленко. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. А если подписаны, приводите своих друзей. Будем смотреть Крым вместе. В планах объездить весь Крым. Каждый уголочек, каждый поселочек. Даже не курортные поселочки мы с вами будем объезжать, посещать, все вам буду показывать. Ну все, друзья, встретимся с вами мы уже завтра в новом видеоролике. С вами был я, Александр Михаленко. Всем пока!